И перенакопление молочной кислоты очень часто приводит к тому, что появляется два элемента. Первое. Перенакопление молочной кислоты приводит к закислению, переокислению организма. Оно приводит нас к тому, что мы начинаем болеть общими болезнями, которые приводят и к артритам, к опухолям, снижению иммунитета. Далее выделяется аммиак в большом количестве, так как организм наш, он выделяет аммиак в случае, если организм переокислен. И в случае, если аммиак накапливается в крови, а его должен убирать и очищать организм от аммиака, должна печень, а мы не можем, так как печень перегружена. И третий элемент переокисления и увеличения аммиака приводит к судорогам, к варикозным расширениям вен, гипертромботизации, к появлению макулодистрофии, к повышению артериального давления, к атеросклерозу и так далее. То есть условно можно сказать, что в этом всем цикле одним из ключевых моментов всего является вот такое переокисление. И переокисление, здесь нужно сказать, чем переокисление? Молочной кислотой. И, конечно же, вот я раньше говорил, что есть дети, у них эпилепсия, отсталость в развитии и даже появление аутизма. Если у большинства таких детей производить исследования и анализ крови на наличие аммиака, то мы заметим, что огромное количество аммиака выше критических показателей обычно есть у всех абсолютно детей. Есть ряд работ, монографий, связанных с исследованием аммиака в крови. И в случае, если у человека нервные тики, дергает глазами, почему у детей появляется? Дело в том, что многие молочные комбинаты, даже если вы этого не знаете, я вам расскажу секрет, они получают молоко, которое быстро портится, потому что нельзя собрать, допустим, 100 тонн молока, 10, я не знаю, у кого какие обороты, так, чтобы молоко было сохранено, потому что для его перевозки, сбора, на это все уходит большое количество времени. И в тот момент, когда такое молоко получают, в большинстве своем такое молоко скисает. И для того, чтобы молоко вновь привести в стабильную форму, а чем или за счет чего оно скисает? За счет увеличения молочной кислоты в молоке. Добавляют обычный аммиак. Обычный аммиак, добавленный в молоко, вновь делает молоко нормальным. И добавляя аммиак в такое молоко, они пакуют такое молоко, мы его начинаем давать детям в кашках, еще в чем-то, и у детей появляются психические отклонения, появляются тики нервные, появляется импульсивность, агрессивность.